Армия Китая готовится к захвату Тайваня. Кстати, с Тайванем разворачиваются довольно интересные события. Китай в море вывел войска, то есть флот свой, и присутствует. Воздушные силы Китая, ВВС Китая постоянно проводят учения недалеко от воздушной границы Тайваня. Ну, довольно напряженная. Япония совместно с Филиппинами начала патрулирование в Южно-Китайском море. Вот. И, кстати, даже руководство Тайваня, понимая серьезность ситуации и наращивание конфронтации со стороны Китая, его подготовки к захвату Тайваня, силовому захвату, я сейчас вам расскажу, почему они даже обратились к Конгрессу Соединенных Штатов предоставить помощь Украине, потому что Украина в данном случае будет лакмусовой бумажкой. Если Путин будет иметь успех в Украине, то есть если рашистские войска будут продвигаться дальше вглубь нашей территории, значит Китай тоже нападет на Тайвань. Если же Путин будет, рашистские войска будут, или путинские войска, да, правильнее так, наверное, будет сказать, будут терпеть поражение в Украине, или хотя бы будут просто нести потери, стоя в глухой обороне, то вряд ли Китай решится напасть на Тайвань. Поэтому руководство Тайваня обратилось к Конгрессу Соединенных Штатов с просьбой как можно скорее проголосовать законопроект о выделении финансирования для военно-технической помощи Украине. Кстати, в этом законопроекте есть деньги на военно-техническую помощь Тайваня и Израиля. Так вот, как выглядит подготовка, что сделала армия Китая? Армия Китая построила в пустыне, недалеко от Пекина, ну как недалеко, в 1000 километров от западнее Пекина, посреди пустыни внутренней Монголии, они построили точную копию правительственного района столицы Тайваня для отработки боевых действий и для отработки ведения боевых действий в правительственном квартале столицы Тайваня. Ну и вообще как бы по захвату этого квартала. Многие здания являются муляжом, состоящим только из фасада, но сам факт наличия полной копии улиц, домов, перекрестков, дворов и так далее, это действительно говорит о том, что они реально готовятся к захвату, армия Китая готовится к захвату правительственного квартала столицы Тайваня. Воспроизведено 10 улиц, а также перекрестки и центральные площади. В центре администрация президента Тайваня. Вот такая вот активная подготовка со стороны. А Япония начала готовиться к Великой войне за Тайвань. Вот то, что я вам говорил, что в Японии мало того, что японские силы безопасности начали патрулирование Южно-Китайского моря, в Японии экстренно одобрили программу по строительству бункеров на отдаленных островах префектуры Окинава, которые находятся в непосредственной близости от Тайваня. Причиной тому стали опасения властей о начале войны за остров Тайвань. То есть Япония готовится и еще внутри. Но я еще напомню создание оперативного штаба американо-японского по организации взаимодействия между армией Соединенных Штатов и армией или силами обороны Японии. А вот эти бомбоубежища позволяют людям продержаться несколько недель в случае войны. Укрытия будут способны обеспечить защиту как от пришествия десантной группы диверсантов, так и от баллистических ракет и авиаударов. Потому что непосредственная близость, Китай, конечно же, попытается нанести серию авиаударов, если начнется, или ракетных ударов, для того, чтобы обезопасить себя, чтобы Япония не могла там держать войска. Хотя в бункерах могут находиться и подразделения сил обороны Японии, не только местные жители. Германия готовится к проведению чемпионата по футболу, европейского чемпионата по футболу. Он пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
И, естественно, они предусматривают меры антитеррора, антитеррористических действий. И на это время по всей стране, по всей территории Германии введут всеобъемлющий общенациональный запрет на полеты дронов. Вот так Германия готовится. Есть опасения у спецслужб Германии, что большие скопления людей в ходе мероприятий по проведению чемпионата Европы по футболу могут быть атакованы дронами со стороны террористов. Вот так они готовятся. Ну и Кавказ. Кавказ сегодня становится, наверное, таким центром конфронтации, где вполне большая вероятность возникновения войны на Южном Кавказе, возобновления. Там довольно такое смешение и пересечение разных сил. Опять пытаются разжечь ненависть и конфронтацию между Азербайджаном и Арменией. Армения никак не может смириться со своим поражением, с тем, что Азербайджан отвоевал свои территории в границах 1991 года. Вот. И, соответственно, начинаются вот эти игрища в плане повышения градуса противостояния. Армения пытается договориться с Российской Федерацией и Ираном о поддержке совместных действий против Азербайджана. Плюс Франция, опять же, Франция там успевает проводить свои мероприятия, Франция готова организовать подготовку военспецов из Армении. Плюс Франция готовится к передаче вооружения Армении. И сейчас вот министерство, плюс армия Армении перебрасывает сейчас войска на азербайджанскую границу, армяно-азербайджанскую границу. И Министерство обороны Азербайджана выступило с обращением, что в последнее время на различных направлениях условно-армянской азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении. В последние дни Армения проявляет активизацию реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной. И эта активизация достигла высокой отметки. Агрессивная риторика против Азербайджана, возросло количество подстрекательной информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации. Ну и, соответственно, они предупреждают, что армия Азербайджана в готовности пресечь любую вооруженную провокацию со стороны Армении. Ну и ответственность за эти провокации, конечно же, лежит на руководстве Армении, потому что и тех, кто ее поддерживает. Потому что Азербайджан не пересекает границу, он охраняет свои рубежи. А вот Москва и Париж, они подтверждают поставки вооружения в Армению на границах Азербайджана. И соответственно, эти же поставки оружия могут оказаться на границах Азербайджана. В то же время Франция, несмотря на то, что она так активно принимает участие на Южном Кавказе, поддерживая Армению, они не забывают и о нашей стране. Франция передаст Украине сотни единиц бронетехники и ракеты. Об этом заявил Себастьян Лекорню, министр обороны Франции. Минобороны Франции заявила, что речь идет о бронированной технике, которая есть на вооружении самой Франции, но ее собираются заменить более новой техникой. Сотни единиц будут переданы в 2024 году и в начале 2025 года. Франция также хочет помочь с усилением ПВО Украины, поэтому готовит новую партию зенитных ракет Астер-30 для систем ПВО САМПТИ. Это аналог американского зенитно-ракетного комплекса Патриот. Кстати, это САМПТИ, это тот комплекс, который способен бороться с баллистическими ракетами. Но, видите, Франция приняла вариант тот, который предлагали Нидерланды. То есть отдать имеющуюся на вооружении технику и о себе потихонечку накапливать и восстанавливать этот
эту передачу техники Украине восстанавливать постепенно за счет развития военно-промышленного комплекса и размещения там оборонзаказа. Так что так что Франция никуда не делась, она, ну, дай бог, конечно, чтобы у них, я думаю, что хватит у Франции сил и средств, это не самая слабая страна или не самая бедная страна, в том числе и не только на европейском континенте или в составе европейского, но и в мире. Поэтому и для Армении оружие они найдут, и для Украины они оружие найдут. Но самое главное, что они дают ракеты к комплексу САМ-Т, и он у нас будет обеспечен и сможет бороться с баллистическими целями, с баллистическими ракетами, которые выпускает Российская Федерация по нашей стране.